Друзья, я уверен, среди вас есть много любителей так называемых роллов, и в корейской кухне есть похожее блюдо, и называется оно кимпап. И как вы уже поняли из названия, сегодня я вам покажу вкусный и простой рецепт, а именно кимпап с тунцом. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, кимпап появился не просто так, а является корейской интерпретацией японских роллов футамаки, которые стали в Корее готовить еще во времена японской оккупации. Но важно понимать, что отличия между двумя этими блюдами достаточно весомые. Например, при приготовлении кимпапа в рис не добавляют уксус, вместо него добавляют кунжутное масло. Также в начинку не кладут сырую рыбу. И, как правило, начинки в кимпапе больше, и она разнообразнее. И от этого корейский вариант вкуснее. Также кимпап подают не соевым соусом, а с бульоном. В общем, вам обязательно нужно будет попробовать приготовить кимпап и на себе лучше понять эти отличия. И я думаю, что кимпап вам начнет нравиться больше. Также я сегодня покажу вам два способа закрутки. Один попроще, а второй более красивый. В общем, давайте приступать к готовке. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Также этот список есть и в описании под роликом. Как видите, все продукты можно достать в любом магазине, кроме маринованной редьки. Как готовить ее, вы можете посмотреть мой рецепт на канале. Итак, начнем с подготовки ингредиентов. Первым делом нарежем морковь. Ее нужно нарезать тоненькой соломкой. Можете сделать это с помощью терки, либо с помощью ножа. Для этого надо сначала нарезать ее на пластины, а уже потом нарезать соломкой. Следующими нарежем колбаски. Обычно в приготовлении используют ветчину, но я люблю добавлять охотничьи колбаски. Нам нужно их вдоль разрезать пополам, а потом еще раз пополам, на четверти. Далее нашинкуем красную капусту. Капусту можно взять и обычную, но тогда не будет красивого цвета, а это очень важно. Поэтому советую брать именно красную капусту. Далее берем глубокую миску и разбиваем в нее яйца. Посолите одной или парой щепоток соли. И хорошо взбейте до однородной массы. Позже мы будем жарить яичные блины. Консервированный тунец нужно положить в тарелку. И если у вас он кусковой, как у меня, то надо раздавить его вилкой. Можете, кстати, взять любую консервированную рыбу. Сайра тоже отлично подойдет. Далее добавьте 3-4 столовые ложки майонеза и хорошо перемешайте до однородной массы. Рис нужно посолить. Я добавил пару щепоток соли. Далее добавьте столовую ложку кунжутного масла. А после перемешайте хорошо. Можете сделать это ложкой, а можете руками. Шпинат нужно сбланшировать. Для этого в кипящую воду положите шпинат, полностью погрузите его под воду и подержите так 30-40 секунд. После этого достаньте и промойте под холодной водой. Далее хорошо отожмите и добавьте немного кунжутного масла и посолите. Хорошо перемешайте. Следующим шагом пожарим яичные блины. Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла, растерите его по сковороде, далее добавьте половник яичной смеси и равномерно распределите по всей поверхности. Как видите, что края блина поджарились, значит можно переворачивать. Старайтесь сделать это аккуратно. Таким образом обжаривайте каждый блин, пока не кончится яичная смесь. Далее также в небольшом количестве масла поджарьте морковь. Обязательно немного подсолите. И обжаривайте так примерно 2-3 минуты, регулярно помешивая. Также делаем и с капустой. Ее тоже немного подсолите. Мешайте капусту регулярно. Подгореть она может очень легко. 2-3 минуты и готово. Копченые охотничьи колбаски жарить не обязательно, но лично я люблю их немножко подрумянить. Если вы используете ветчину, то я все же рекомендую ее поджарить.
Теперь яичные блины переложите на доску и разрежьте на длинные полоски. Можно, кстати, их свернуть в трубочку и нарезать соломкой. Итак, все наши ингредиенты подготовлены. Теперь можно скрутить кимпап. Берем лист сушеной морской капусты. У него две стороны, они разные. Находим ту, что шершавая, и кладем этой стороной вверх. Далее кладем сверху рис и равномерно распределяем по листу морской капусты. Старайтесь сделать ровный по толщине слой, без пробелов. Теперь кладем начинку. Берем морковь и аккуратно выкладываем такой вот полоской. Не стесняйтесь класть побольше. Далее также кладем шпинат. Аккуратно выкладываем рядом красную капусту. Чайной ложкой ровным слоем выкладываем тунец. Кладем пару колбасок. Обязательно маринованный дайкон. Рецепт есть на канале, напоминаю. И наш нарезанный яичный омлет. Теперь аккуратно заворачиваем. В процессе закрутки чуть-чуть придавливайте, чтобы ингредиенты внутри начинки лежали плотно друг к другу и потом не вываливались. Вот такая вот толстая колбаска у нас получилась. Итак, повторяем еще раз. Как видите, ничего сложного. Если вы ни разу не крутили роллы, то можете купить специальную бамбуковую салфетку для этого. С ней делать это поначалу намного проще. Друзья, сейчас я вам покажу другой способ скручивания кимпаба. На мой взгляд, он лучше, он удобнее, и сам кимпаб получается более красивым. Итак, берем лист морской капусты и точно так же выкладываем равномерно на него рис. Далее берем еще один лист капусты и аккуратно кладем его поверх риса на верхний край, как бы приклеивая его и удлиняя тем самым полотно. Теперь кладем на этот лист начинку, но уже без риса. При таком варианте скручивания можно ее положить еще больше, поэтому не стесняйтесь. Например, в этот раз я положу дайкона побольше. А теперь аккуратно этот лист с начинкой сворачиваем. Не забывайте его придавливать потуже. Но при этом лист постарайтесь не сломать. Далее аккуратно переходим на слой риса и продолжаем закручивать. В месте, где будет шов, несколько раз придавите. И все. Так проделайте, пока у вас не закончится вся начинка. Друзья, при таком способе закручивания начинка, она лежит как бы в ролле внутри ролла. И из-за этого начинки будет больше, а сам кимпаб будет выглядеть более красивым и ярким. И, кстати говоря, на мой взгляд, так закручивать проще, меньше шансов, что у вас пойдет что-то не так. В общем, рекомендую этот способ. Но это еще не все. Выкладываем кимпаб на доску. Нам теперь их нужно смазать кунжутным маслом. А теперь нарезаем поперек на не сильно тонкие кусочки. Нож желательно для этого взять острый и предварительно смочить водой, чтобы к нему не прилипал рис и не ломал ролл во время нарезки. Это первый вариант скручивания. Выглядит достаточно симпатично. Однако сейчас мы разрежем второй вариант и сравним. Вау, на мой взгляд, этот намного привлекательнее смотрится. В общем, решать вам. Кимпаб готов. Подавайте его на стол с рыбным, овощным или мясным бульоном, а также с другими корейскими закусками. Приятного вам аппетита!
Друзья, кимпап — это вкуснейшее блюдо, которое входит в десятку самых популярных корейских блюд, и вы просто обязаны его попробовать. Важный момент. Кимпап можно есть с соевым соусом, никто вам этого не запрещает. Но обычно его подают с бульоном. То есть кушаете кимпап и запиваете его овощным, рыбным, мясным, либо куриным бульоном. Начинка в кимпабе настолько разнообразная и яркая, что вы просто убьете весь вкус соевым соусом. Поэтому откажитесь от этой пищевой привычки и наслаждайтесь всей полнотой вкуса этого замечательного блюда. Уверен, если вы скрутите кимпап хотя бы раз, вы уже вряд ли вернетесь к своим привычным роллам. Надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно ставьте пальцы вверх. Если наберем 15 тысяч лайков, то я покажу сразу несколько рецептов кимпаба в одном видео. Также жду вас в комментариях. Не забывайте писать свои вопросы, отзывы и впечатления. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока.